Всем привет! Сегодня я буду смотреть выступление от группы The Warning. Песня называется Cool Aid Kids. Надеюсь, я правильно произнесла. Но перед началом просмотра я, конечно же, хотела вам показать свой билет. Он буквально сегодня пришел мне по почте. Я безумно рада и хотела бы, конечно же, еще раз вас поблагодарить, что вы мне помогли попасть на этот концерт. Спасибо вам большое. И давайте вместе начнем смотреть их выступления. Hey, you Kool-Aid kids, there's a traitor in our midst. Somebody's got a mind of their own. Hey, you Kool-Aid kids, remember things will solve through fish. Words will only make things worse. Hey, you Kool-Aid kids, lock the handcuffs on your wrist, ball and chain around your throat. Hey, you Kool-Aid kids, fill your cup and close the lid, drink it all until you choke. And it's sad to Вау! admit it's true that we find it way too easy to be cruel. 'Cause fear and regret go hand in hand, but that's what it means to be human. Oh, it hates all the blood, and we drink it all again. Hey, you Kool-Aid. Ам, для начала скажу то, что ам, в этой песне вот эти моментами с гитарой из всех песен, которые я обозревала на своем канале, это, наверное, мой фаворит именно касаемо гитары, потому что мне тут очень нравится звучание. И я так поняла то, что вообще, в очередной раз скажу то, что я каждый раз удивляюсь этой группе, потому что, очень молодые девушки и очень харизматичные, и такие текста, всегда очень удивительны. Именно, знаете, присутствует сатира, юмор какой-то, какие-то размышления, глубокие смыслы. И, то есть не так, что просто я отдыхала, где-то там, и у меня сегодня прекрасный день. Нет. То есть у них действительно каждая практически песня, которую, по крайней мере, я слышала, присутствует какой-то очень достаточно взрослый, зрелый смысл. И я каждый раз удивляюсь, знаете, что эти девушки, их душа намного старше, чем, мы их видим. Мне так кажется, потому что такие текста вообще как будто бы, а, написаны не по их возрасту. И я вообще удивлена. И мне очень нравится, что так и есть, что, в их музыке, она откликнется, можно сказать, даже по смыслу. То есть, любым людям в плане возраста, и 15-летним, и кому 60, возможно, и больше, потому что весьма важные смыслы поднимаются. И да, в этой песне, я так поняла, они высмеивают, можно ли сказать, в виде сатиры, наше общество. И вот, также они пели про то, что Ам, про ошейники, я так помню. Возможно, я ошибаюсь, но, в общем, что-то наподобие ошейника и наручников на запястьях. Я это восприняла, то, что, это как оковы, которые у всех практически есть. Это оковы, интерпретируются как правилами, либо же мнением общества, что они нас, сдерживают, и с помощью них мы становимся, можно сказать, серой массой, у которой нету,
нету своего мнения. И, тут также они поют, то, что продолжая дальше пить, и, я так понимаю, дальше оставаться этой серой массой без своего мнения. И что мы, как люди, конечно же, жестокость, помимо всего, это часть нашей натуры, особенно во время страха. Это, одна из, частей нашей сущности. И так интересно то, что в этой песне они решили, все так переплести. Но мне звучание и текст очень нравятся. Hey, you Kool-Aid kids, smile until you are dismissed. Happiness is not a choice. Hey, you Kool-Aid kids, you are never to resist. You belong, you are the voice. And it's Да-да-да. То, что, действительно все их мнения, все их действия, все это не настоящее. И вот эти выборы, которые мы делаем, находясь в этих наручниках, в этих оковах, все это как будто бы не наше. То есть это абсолютно не наш выбор, а выбор, можно ли сказать, государства или же выбор общества, в который это как рамки, в которые нас загнали, и мы можем выжить только, при условии, что мы будем, соответствовать этим правилам и, выполнять их. Ну, так классно, что они про это поют, и про это надо, петь, я считаю, потому что, нынче в обществе, знаете, тяжело, жить, потому что, да, присутствует во многих странах определенное свое общее мнение, как жить, кем быть, и, все должны быть счастливыми, по крайней мере, показывать, что все счастливы. Если ты несчастлив или какого-то другого мнения о мире, то ты какой-то прокаженный, какой-то другой ненормальный человек. Поэтому, классно, что они про это поют. hey, you Kool-Aid kids, you are never to resist. You belong, you are the voice. And it's hard to admit it's true. Oh, we find it way too easy to be cruel. 'Cause fear and regret go hand in hand, but that's what it means to be human. Our rays of a glass, and we drink it all again. We drink it all again. Мгм. Down your cup so we don't drown. Another drink, another round. Down your cup so we don't drown. Another drink, another round. Down your cup so we don't drown. Another drink, another round. Down your cup so we don't drown. And we drink it all again. We drink it all again. We drink it all again. We drink it all Ух, вот это выступление вообще огненное было, я считаю. И теперь это пока что мое официальное, именно эта песня официально моя одна из любимых, именно касаемо гитарных частей от The Warning, потому что тут как будто бы совсем другое звучание. И оно мне очень понравилось. Эта атмосфера, и мне нравится, как всегда The Warning передают через свою мимику, свои чувства, ам, эту энергию. Особенно мне понравилось, как Дэнни, когда пела, у нее какой-то, знаете, всегда, в выступлениях присутствует какое-то сумасшествие. Я понимаю, это харизма, вот, но тем не менее мне нравится то, что у нее такой взгляд становится удивительный, и вообще мне кажется, она очень заводная в реальной жизни,
очень такая, интересная, в общем. Да, вообще, Пау и Аля тоже, они, прекрасные, конечно же, но мне как-то больше импонирует как будто бы, именно Дэнни из-за, не знаю, из-за, возможно, какой-то мимики, либо её харизма мне очень близка и очень манящая. Вот. Песня очень достаточно-таки интересная. Мне понравилось то, что всё, было сказано со стороны сатиры, высмеивания. И да, мне нравится то, что всё-таки The Warning, знаете, по-другому как будто бы мыслит, по-другому видит этот мир, с весьма креативным подходом к своему творчеству. Мне это нравится. И мне по большей части абсолютно всегда откликаются их смыслы, потому что я тоже считаю, что в какой-то степени я, тоже частенько бываю против системы, а, и не соглашаюсь с каким-то общим мнением, возможно. Но всегда, конечно, принимая чужое мнение, будь то это критика, либо же прямое оскорбление. Вот. Ну, прекрасное выступление, я в восторге. И с помощью вас, я думаю, до концерта, я буду также делать, в дальнейшем на них реакции, чтобы побольше, узнавать их песни. В своё свободное время я их не включаю, чтобы были самые первые эмоции, как first time reaction. Поэтому всё абсолютно с вами переживаю, все эмоции. Так что да, пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы воспринимаете, эту песню. Может быть, у вас есть какие-то, мысли, выводы касаемо неё, потому что, мне кажется, тут остаться без какого-то мнения невозможно. Я думаю, каждому найдется, что сказать. Весьма глубокий смысл. И да, касаемо общества, я думаю, это довольно-таки наболевшая тема у практически каждого человека. Иногда, знаете, в этом мире, идеальности, где все пытаются показаться идеальными, эм, можно устать. Я, допустим, иногда тоже устаю от этой идеальности. Не в том плане, что я идеальна, а в плане того, что если ты не идеален, для общества, для социальных сетей, то ты как будто бы, знаете, как отброс, какой-то неудачник. И мне это не нравится. И, м, вот это чувство иногда, очень мешает жить. Но я надеюсь, у вас такого нету. Оставайтесь, пожалуйста, самими собой. Ам, и да, в комментариях не забудьте написать. Мне очень интересно будет почитать и поделиться также с вами своим мнением, размышлениями по поводу ваших, мыслей. Вот. И, конечно же, я благодарю вас за просмотр. Всем спасибо. Пока.